Господа, как вы знаете, скоро праздники, а лучший подарок — это технологичный подарок, потому что технологии делают нашу жизнь приятнее и легче. И я вместе со спонсором этого видео, электронным дискаунтером CityLink, подготовил для вас отличную подборку подарочков на 23 февраля. И первый из этой подборочки у нас — это смартфон Honor 20 Lite. 4 гигабайта оперативной памяти, 120 гигабайт внутренней памяти, яркий безрамочный экран 6,15 дюйма с разрешением Full HD+, и режимом защиты зрения, который снизит нагрузку на глаза при длительном использовании. Тройная основная камера с поддержкой технологии масштабирования фото без потери качества и фронтальная камера с режимом ночной съемки. И все это в тонком корпусе, при совсем небольшом весе и с мощной батареей. Занимайтесь своими любимыми делами, не заботьтесь о подзаряде телефона весь день. А до 1 марта по промокоду Академик скидка на смартфоны Honor будет 20%. Ну а второй в нашей подборке — это налобный фонарь яркий луч Panda 3R. Так что не теряйте времени, проходите прямо сейчас по ссылочкам в описании и закупайтесь в дискаунтере CityLink подарочками для себя и своих близких. Господа, здравствуйте! Opel уполномоченный Константин приветствует вас. И позади меня стоит та самая Омега Б, которую мы в прошлой серии купили за 60 тысяч рублей в рамках проекта дешевки. Она очень круто дрифтила и прям реально была крутая, но, как это часто бывает со старыми Опелями, отъехал мотор. И в конце той серии мы решили, что мы в нее впихнем первый J. И раньше на нашем канале мы вам показывали всякие технические серии и объясняли, почему же мы сделали именно так. Но в этот раз мы оказались в АСТ-сервисе, поэтому все будет очень просто. И эта машина дико поедет боком ровно через 1 минуту и 9 секунд. Как вы поняли, у нас получилось, и все это было очень легко, но не так легко, как в эти 2 минуты. А теперь, чтобы понять, что же мы в итоге с ней сделали, чтобы вот это все так чикапау и поехало, вернемся в сервис. Тем временем, пока у нас суть до дела, значит, ребятам нужно вести трубки, тормоза, делать кое-что. У нас освободилась подкапотная, я вам покажу, что же изменилось у нас под капотом, насколько Омега была подготовлена для свапа изначально. Значит, балки родные, стабилизатор на месте. Появилось несколько косынок, которые служат опорной точкой для подушек двигателя, потому что подушки двигателя все-таки стали в новом месте. Воздухозаборник печки у нас теперь
кастомный, и чтобы вы понимали, это все требования клиента, то есть это я хочу, чтобы оно было сделано вот так. Парни из AST сервис могут сделать это при желании идеально, но это свап-минутка. Я хочу ехать на этой Омеге уже завтра, поэтому исключительно по моей просьбе берется все, что лежит по углам, и ставится сюда просто, чтобы оно подходило. Омега все равно не будет супер никогда едущей тачкой, ни на какие там подиумы, ни на какие результаты. Она мне нужна просто, чтобы условно валить боком. Вернее, это спортсмены валят боком, а я пытаюсь сделать так, чтобы меня не развернуло. Поэтому здесь все очень просто. Если какие-то решения вам непонятны, значит я так попросил. То есть, чтобы вы понимали, там стоит супер нарядная Волга, которая как-то очень делается сложно, и она сюда приехала уже после других ребят. Над нами вообще висит Q3, в который ставится Джейну, чтобы вы понимали, здесь можно все. Но это свап-минутка. Все кронштейны берутся из металла, который был рядом. Подвеска передняя у нас была найдена здесь же на помойке на заднем дворе, я потому что так попросил. Потому что вот мне хочется, чтобы вот это все было быстро. Если мы можем сделать сегодня, но то, что с помойки, мы делаем это сегодня. Мы не будем заказывать и ждать новых деталей от кого-то, но при этом 2 недели, чтобы задерживалось. Все будет очень быстро. Причем эти технические решения касаются всего проекта, потому что, опять же, я так просил. Нужно сделать немного выворота, но никаких там рычагов, там супер решений, естественно, мы применять не будем, потому что я хочу ехать завтра. А вернее вчера. Пацаны сейчас это исправляют. Поэтому тупо запиливаем сошки, как вы видите. Обрезается датчик ABS, потому что он просто больше не нужен. И у нас есть шаровая вот с таким вот пыльником, который разорвала пару тысяч километров назад. Но она не люфтит, поэтому мы ее оставляем. Хотя сейчас можно съездить недалеко, за 400 рублей купить новую шаровую, ставить и забыть. Ну нет. Мы оставим старую шаровую, потому что, во-первых, она не люфтит, а во-вторых, этот проект проедет после всего этого, я не знаю, до 1000 километров. Но ее можно выменять сюда. Поэтому очень быстро все собираем как есть, отпилили, укоротили, приварили, вкинули, поехали. Подвесочка. Подвесочка от BMW. Как вы видите, получился полный сток, исключая вот этого всего сбора. А весь этот сбор у нас от BMW E36, который был найден здесь за углом, естественно, бэушный. По итогу мы получаем настраиваемую подвеску по цене семечек. Ну да, и к этому сбору от BMW, естественно, было снизу прикручены уши от Омеги, чтобы все это прикрутилось на родную ступицу с кулаком, совпало, и вообще было все у нас супер здорово. Таким образом, вот так вот на изи за несколько часов и немножко с баллончиком синей краски мы получаем подвесочку пониже и пожестче, а это значит рулиться будет легче. И до сих пор непонятно, помогли ли запиленные сошки в плане выворота. То есть понятно, что помогли, но вопрос, насколько там это вообще помогло или нет, это уже вопрос другой. Но нам в любом случае нужно сейчас все это собрать. Мы же в начале видео уже выезжали. Еще раз выехать, протестировать, понять, что стало вообще с выворотом, как оно себя ведет, и потом уже, если еще возникнет желание, вернуться и машину донастроить. Хотя, мне кажется, главная донастройка в этой машине будет покупка другой машины. Но это уже не в этой истории. Espanto moscas, te invito a mi papaya. De ahí nos vamos por el mundo, todo falla. Estamos locos, Nueva York, bailando cuecas y pijú en el Eatery. Y no me importa lo que dicen los que hate on me. Lo que importa, bebé, que sea mi Genesis, yeah.
Как мы видим, Джей практически на месте. Что остается? Остается электрика, остается еще гидропалка. Выворот у нас уже есть, нам остается нормальный просто ручник. Есть вероятность большая, что сюда встанет родной кардан. Еще выхлоп, еще какие-то мелочи, накачать колеса и все. Дальше практически едем. То есть где-то у нас сегодня получается пятница. Нам обещали, что, возможно, к концу недели что-то получится. Конечно, понятно, что сейчас говорить это уверенно нельзя, потому что еще очень много всего остается непонятного, что в конце там сойдется, не сойдется. Двигатель еще ни разу не запускался. Будет очень прикольно, если в конце он сделает так... Чуть-чуть буквально. И у нас будет переборка Джея. Но пока что Opel просто идеальный автомобиль для свапа в него японского турбомотора. Не, ну звук мощный. Да, троит, это понятно, и черная. Ну где-то 4 цилиндра у нас есть. Ну уже где-то сколько? Если из 2,5 литров 4 цилиндра, ну где-то полторашка точно в наличии. А шестнарик, все, 1,8, лучше, да, может быть даже суперавто. Все, можно ехать, я считаю. Итак, мнение электрика. Где мои 2 цилиндра? Дополнительно, экстра. Погреть. Хорошо, я пока несу паяльную лампу. Ты тащи баллон. Сейчас будем греть. Вот это мне нравится. А сюда еще болт вставить можно? Это ты видел, не? Прикольная штука. Ну, Джей, как всегда, единственная деталь, которая барахлит в этой машине, это Джей Z. Все остальное в идеале. Сейчас он прогреется, как в тот раз, то же самое. Все будет нормально. О, погоди! По-моему, на 1 больше стал. А все, обратно отвалился. Ну, где-то он там думает сейчас подойти, короче. Не, реально, смотри. Пытается 5-й где-то проявиться. Смотри, температура поднимается? Пока нет.
Но радик теплый, все, это циркулирует. Анбоксинг гидропалки. И всех так всем интересно. Там письку, что ли, нарисовали или? Я понял, в чем прикол. Это не та гидропалка. Они ее или поменяли, или вообще другую сделали. Капец, это именной корч. Там видно, Никитос, в чем суть? Сейчас, смотри. Сейчас я распакую. Не факт, конечно, что будет работать, но просто красиво. Да, по крайней мере. И вверх. В итоге от выезда сегодня вечером нас отделил исключительно задний, вообще весь целиком тормозной комплекс, механизм или что. Короче, эти тормоза никогда не работали. Когда мы купили Омегу, оказывается, задние тормоза не тормозили вообще. Это видно очень хорошо и по тормозному диску. Сейчас начали ездить, он даже прокручивается немного, но явно, что закушены оба суппорта, и тот, и этот. Колодки в них рассыпались. Короче, вот эта штука вся стала немного единым целым. Она не работает, она зажимает и уже не отжимает. То есть по следу от колодки видно, что немного оно все-таки туда-сюда ходило, но в итоге это все перегреется и отрыгнет. Если здесь это вот еще не снято, то вот там, пойдем сюда. Вот, собственно, что мы видим. Ух ты, там он на медяхе суппорт висит. То есть с рубцинами не вжать даже цилиндр в сам суппорт. Исходя из чего нам нужно сейчас или два новых суппорта, потому что колодки у нас обидно, что их даже не вытащить отсюда. Колодки-то у нас еще ничего. Смотри, колодок как минимум этой половина, а внутренние даже чуть побольше, они почти новые, но они не работали. Поэтому мы как только с этим разберемся, сразу навалим. Машина, которая никогда не испытывалась, непонятно как может ехать, сразу приезжает на культуру заноса, сейчас будем пытаться начинать хотя бы крутить круги, чтобы понять, вообще едет она или нет. Просто как-то слишком, это слишком легко. Это слишком легко. Это какая-то идеальная Омега. Можно очень широко брать. Братан! Ну ты чувствуешь прям, да? Захотел широко, захотел узко пошел. Откуда столько выворота? Я не понимаю. Это сток-подвеска на пиленных сошках. Я ни разу в ограничитель не ушел. По-моему, мы изобрели какую-то новую неведомую фигню. Не бывает такого, чтобы так взяло и получилось. Или бывает? У нас подзакусывает колесо переднее. Это видно с улицы или нет? На большом вывороте пооткусывает колесо. Видно это с улицы, нет? Прям четко есть. Когда ты выворачиваешь слишком много, у тебя колесо упирается в арку, у тебя так на ровном месте морда чик, и ты вокруг нее повернул. Это единственная проблема. То есть можно, оно там или сточится сейчас, или я буду вечно от этого страдать. В остальном космос, надо конфиг ехать сразу. Все работает. И наш конфиг.
Угол можно держать маленький, угол можно держать большой, угол можно вытягивать газом, угол можно... Ай, закусило колесо, ёптить! Короче, это надо заснять. Пацаны сказали, нам нужен kiss the wall. Kiss the wall — это когда задняя часть автомобиля касается стены в дрифте боком. Есть! А вот и такая история, ребятушки. Похоже, наш конфиг из помойки реально работает. И ведь смотрите, здесь взят Джей, который снят с марка со столба из помойки. От него же коробка, кардан родной, выхлоп взят из помойки, передние стойки взяты из помойки. Все, что в этой машине собрано, здесь собрано из того, что было найдено где-то в углу под верстаком, прикручено, и оно просто едет. Сошки просто запилены, сзади просто заварка, в редукторе реально до сих пор золотая семечка. Эту машину строили настолько по бичу, что представить себе даже невозможно, что можно было бы сделать еще дешевле. И, конечно, это такая идеальная помойка. Всем, честно говоря, я бы возле такой помойки я бы реально жил. Где есть JZ, коробки дизельные от BMW, где уже все эти китовые решения, которые вроде как ставятся, и все вот это, получается, срастается. Но, тем не менее, так сложились обстоятельства. Ребята, это реально конфиг, собранный не из китов, не посчитанный. Никто не думал над тем, как это будет работать. Его просто собрали, и он просто едет. И едет он неплохо. И не забывайте, что у нас сейчас середина зимы. Вот мы сейчас в середине февраля стоим, плюс 5 градусов, сзади какое-то даже солнышко. Все понастроили себе жиг под зиму, под дрифт. Где эти жиги? Алло, они-то там зарыты под гравием. Смотрите, там они, может быть, и есть. Но они этой зимой из-за форс-мажора, к сожалению, не едут. Люди ни в чем не виноваты, но вот такая зима. И стоили эти жиги, если нормальную жигу собирать под зимний дрифт, от 150 до реально 500-600 тысяч рублей. Да, там будет каркас уже, самоблок, естественно, там будет, а не заварка и так далее. И даже без турбошестнаря эта машина стоит дешевле. Она мне вышла 60 сама Омега. JZ был, его не учитываем. Свап 300 тысяч рублей. Не знаю, выйдет ли он вам столько же. Все, 350 тысяч рублей, а колеса 75. То есть 425-450 тысяч рублей стоимость для меня на сегодняшний день этой машины. Ровно столько, сколько стоит зимняя жига, только это не зимняя машина, посмотрите, она будет ехать по мокрому, высохнет, она будет ехать по сухому. Эта машина Turbo J, его можно бустапнуть, можно продолжать, и глобальных вложений уже не требуется, она все равно никогда не поедет идеально. Но под мой левел она готова. Вы заметили, что мы поставили гидропалку, я ее ни разу не использовал в этом видео. У меня нет такого скилла, чтобы еще пользоваться гидроручником здесь. Я просто пока что еду только на сцеплении и на газу, у меня нету просто этого навыка, но тем не менее он уже даже стоит. То есть пока эта машина при всем этом превосходит мои возможности. И да, она не идеально у нас закусывает колеса, она перегревается, надо еще кое-что сделать, но в конце концов она была собрана за 10 дней на коленке из того, что опять же нашли рядом под верстаком. Никто ни о чем не думал. Сейчас нужно просто отдать ее обратно в АСТ ребятам, вот просто дать недельку, оставить их в покое, чтобы они с нормальной свежей головой, чтобы никто им не мешал, просто это сделали так, как они умеют, и все сработает. Просто пожестче заднюю подвесочку, разобраться с выворотом, возможно, поставить радиатор не с помойки, а нормальный радиатор. Ну, просто, грубо говоря, вложить сюда еще 50, и это уже будет что-то интересное. При этом внешне это сток, это дейли. В итоге Омега это получается такой какой-то универсальный антимарк. Едет она абсолютно так же, как Марк, на велюровом салоне, на комфортном. Абсолютно по салону никто не делался, никаких ковшей, ничего нет. Она мне нравится. Сейчас возвращаемся в АСТ-сервис, наверное, еще пару распорок между столбами, потому что, ну, кузов, честно говоря, немного жалею. Чуть-чуть другой подвесон, все это настроить и поедем. И в следующей серии обязательно
Агрессивный камуфляж за 5000 рублей своими руками. Да, я снова в деле. Это Opel. Я не могу владеть Opel'ем и не делать его самостоятельно. Спасибо вам огромное, что смотрели эту серию. До встречи в следующей. Opel уполномоченный еще всем покажет. Пока.